Друзья, всем большой привет! Я Марина, и с вами Школа Сакрамел. И сегодня наша с вами любимая рубрика «Обзор товаров для мастера маникюра с сайта Wildberries». У меня тут большой пакетик, плюс еще несколько товаров стоит тут на месте, поэтому давайте будем скорее все это разбирать. Так, все я тут разложила, и один товар здесь находится в большом количестве. Это вот такие вот антисептические салфетки. Сейчас я вам подробнее про них расскажу. Вы наверняка уже видели, что я пользуюсь такими салфетками для того, чтобы убирать пыль. Они просто безупречно это делают, и под кутикулой сразу становится чисто, как будто из картинок в соцсетях. Все чистенько. В общем, берите на заметку, я покупаю сразу в большом количестве, то есть не такая пачечка. В упаковке идет сразу 8 пачек. В чем их преимущество? Что тут содержится в основном спирт, 30% спирта, с минимальным содержанием каких-либо увлажняющих компонентов, которые могут повлиять на носибельность и вызвать отслойки. В этот раз я решила еще попробовать вот такой мини-формат, для того, чтобы салфеточки не пересыхали, возможно, когда я долго не работаю этой пачкой. Но также есть там и другие салфетки с клапаном. Тут уже выбирайте каждый под себя, но вот эти маленькие салфетки, они как будто даже еще более спиртовые, достаточно влажные, более сильно пахнут, в отличие от предыдущих. И почему-то иногда, когда протираешь пальчики, может возникнуть пена. Короче говоря, у меня сложилось впечатление, что все-таки вот эти салфетки и вот эти салфетки слегка разные, и мне нравятся именно вот эти дезинфицирующие, поэтому в следующий раз буду и их также заказывать. Я их обожаю. Еще раз повторю, что и в школе их внедрила, рекомендую нашим студентам, и преподаватели от них в восторге. Также, когда была с выездными курсами, брала с собой. В общем, такая чудо-палочка-выручалочка. Вы их видели во многих моих видео. И теперь пройдемся дальше по одноразовой продукции. Вы знаете, что на маркетплейсе я всегда покупаю одноразовую продукцию, потому что все заказал в одном месте, пришел, забрал, вот тебе здорово. Не нужно все искать по разным интернет-магазинам. Ну, конечно же, перчаточки. Я выполняю съемку в розовых перчатках, размер S. Самое главное, чтобы перчатки были нитриловые. Если они будут содержать винил, они будут более тонкими и могут пропускать наши агрессивные жидкости, например, обезжириватель или ацетон, что негативно влияет на кожу. Поэтому, пожалуйста, для того, чтобы обезопасить свою кожу рук от иссушения, от аллергических реакций, всегда выбирайте плотные нитриловые перчатки. Ну, а цвет перчаток, конечно, можно выбирать под цвет своего личного бренда. Кто-то предпочитает черные перчатки. Но, кстати говоря, в черных есть минус. Когда вы делаете съемку, то очень часто телефон бликует изображение и получается пересветы. Мне в последнее время еще также нравятся серые перчатки. Они выглядят минималистично и стильно. Тоже их часто использую для мастер-классов. В этот раз также заказала побольше масок. Розовенькие тоже, чтобы все было в едином стиле, как вы уже поняли и догадались. А также вот такие бафики маленькие. Они у нас одноразовые, индивидуальные для каждого клиента. Поэтому лучше выбирать такой маленький формат. Им удобно работать. Но, честно, бафиками я пользуюсь не так часто, чаще всего подготавливаю ногтевую пластину пилочкой, либо аппаратом, фрезой, поэтому бафик чаще всего нужен для того, чтобы прочистить насадку о ее боковую сторону и для того, чтобы частички кожи ушли и нам было проще выполнять обработку. Тут у нас бафики с абразивностью 100-180 грит. Этот абразив как раз-таки подходит для подготовки натуральных ногтей. Вот еще щеточки для ресничек дали в подарок. Очень приятно. Супер, почему бы и нет. Стоимость бафиков всего 179 рублей за 50 штук. Это бюджетно, поэтому используем один раз. Никаких многоразовых пилочек, никаких многоразовых бафиков, если вы работаете с клиентами. Все многоразовое можно только для себя, а для других, пожалуйста, одноразовая продукция. Так, следующее мы с вами рассмотрим вот такие пилочки. Это бренд Lisa Nail. Они мне очень нравятся. 180 на 240 грит на деревянной основе. Самое главное, что они долго работают. Но когда они мне пришли, я прям отчаялась. Почему? Я не обратила внимания, что эти пилочки такого маленького размера. Они, конечно, больше подойдут, например, для педикюра, где у нас маленькие ноготки, где не требуется так много опиливать свободно край. Поэтому, думаю, эту пачку я уже отдам в школу для того, чтобы ученики на курсах по педикюру ими пользовались. За 10 штук у нас получается 104 рубля. По сути, по 10 рублей пилочек. Кстати говоря, вот сейчас я смотрю на
картинке они выглядят иначе. Именно так выглядят оригинальные пилки Lisa Nail, которые долго служат. А вот эти уже слегка по-другому выглядят, и, возможно, здесь даже другой абразив. То есть, как будто бы это не те самые оригинальные пилочки. Но так вот сложно, конечно, понять. Нужно попробовать на практике, но как будто бы абразив не столь жесткий или не столь качественный. Вот это будет облом. Вот это будет облом, если они будут неэффективно работать. Но опять же, для педикюра этого и не требуется. Другое дело, когда мы работаем с натуральными ногтями, нам нужно поменять форму ногтей, например, из квадрата выполнить миндаль. Там, да, предстоит много поработать. Или, например, когда мы выполняем моделирование или наращивание при помощи верхних форм. Там тоже побольше опила, и поэтому хочется, чтобы пилочка все-таки подольше послужила, а не на парочку ноготков, и все уже больше не пилят. Из одноразовой продукции, в принципе, все. Дальше хочу перейти уже непосредственно к самим материалам. Первое, я в большом объеме купила средства для снятия всех видов лака. Не для того, чтобы снимать обычный лак, как это могло показаться из названия, а для того, чтобы очищать пластины стемпинга от краски, потому что она очень сильно забивается, и зачастую обезжириватель, который не содержит ацетона или таких агрессивных компонентов, плохо очищает пластину, из-за чего стемпинг не всегда переводится, либо получается такими кусками. Для того, чтобы пластиночка хорошо очищалась, необходимо использовать средство с содержанием ацетона. Единственное, хочу предупредить, что это средство пахнет просто как ацетон, тут нет никаких отдушек, поэтому всегда, когда работаете со стемпингом, пожалуйста, надевайте маску для того, чтобы не обдышаться этими испарениями, потому что я вспоминаю, как снимала видео все про стемпинг от А до Я, и вот мне пришлось практически целый день выполнять мастер-классы, снимать видео, и к концу дня, мне кажется, я просто уже вот такая вот вся была. Знаете, глаза уже просто вот таким образом бегали. Вот, поэтому используйте маску, когда работаете с ацетон содержащими жидкостями. Из материалов также взяла вот такой набор. Мне стало очень любопытно, что же это такой за набор фрез за 476 рублей из 12 штук, да плюс еще 4 подарка. Бафик, щеточка, салфетки и микробраш. Представляете, вот весь этот пакетик, все его содержимое всего за 476 рублей. Давайте посмотрим, что тут есть. Ого, смотрите, здесь нам еще и масло для кутикулы положили в подарок, и пилочку, и салфетки. Так это практически стартовый набор за такую стоимость. Возьмите лак, да лампу, вот и все. Можно выполнять уже, ну, аппарат, собственно говоря, можно уже выполнять маникюр. Смотрите, и бафик, и пилочка, микробрашики. Давайте посмотрим все-таки по насадкам, что тут есть. Чаще всего я не рекомендую покупать уже готовые наборы насадок, потому что часто в них кладут те фрезы, которыми мастер даже вообще не будет пользоваться. Поэтому лучше покупать насадки по отдельности, но те, которые точно вам нужны. Давайте посмотрим. Тут две керамические насадки для снятия с красной насечкой и с синей по форме кукуруза. Сразу скажу, что мне не нравится форма кукуруза, потому что она имеет короткую рабочую часть и снимает более долго, в отличие от конусной насадки. Плюс, когда носик такой тупой, крайне трудно подлезть в зону около кутикулы для того, чтобы выполнить снятие материала. Гораздо удобнее, когда кончик более худенький. И еще один момент, если вы только начинаете заниматься маникюром, не работали с аппаратом, то, возможно, керамические фрезы будут достаточно опасны, так как ножи у насадки достаточно тонкие и проникают глубоко. Нужно иметь опыт работы с аппаратом для того, чтобы работать такой керамической насадкой и снимать гель-лак аккуратно, не до ногтевой пластины, а до тонкого слоя. Поэтому, если вы новичок, лучше взять твердосплавные насадки, если мастер с опытом, то ок. Но по форме, конечно, говорю, не очень мне такие нравятся, больше предпочитаю конусные. Кстати, в предыдущем видео с обзором товаров с Wildberries я вам показывала ту самую насадку, которую я очень люблю, с зеленой насечкой по форме конус. Поэтому, если интересно, перейдите тоже в то видео и посмотрите, там тоже много классных товаров для мастера маникюра, которые можно взять себе на заметку. Дальше посмотрим, какие у нас тут основные рабочие фрезы. Это пламя с красной насечкой, но диаметр тут не написан. Я предполагаю, что это 0,23 диаметр с синей насечкой, но эта насадка уже слегка покороче, рабочая часть.
Вот такая широкая капелька. Ну, широкой тоже не совсем удобно работать, потому что она недостаточно будет проникать под кутикулу. Можно, в принципе, есть срезать кутикулу в аппаратной технике, если так удобно. Есть конус с синей насечкой, он будет удобен для того, чтобы обрабатывать боковые валики. Кончик достаточно тупой, поэтому, опять же, он может сделать пропилы, если вы будете работать под кутикулой. Поэтому будьте осторожны, лучше его оставить для боковых валиков. К тому же он имеет синий абразив, достаточно жесткий. Если мы хотим работать под кутикулой, то в большинстве случаев нам подойдет именно красный абразив, который не будет истончать ногтевую пластину. Ну и несколько насадок для того, чтобы удалить кутикулу. Это скругленный цилиндр с синей насечкой для жесткой плотной кутикулы, синий шарик и красный шарик. Посмотрю поближе на абразив, в принципе он нормальный, но, конечно, эти насадки стоит попробовать в действии, насколько они будут эффективными. Ой, кстати, еще одну не заметила. Вот смотрите, есть еще одно красное пламя, которое чаще всего используется, поэтому пламени 2 и точно хватит. Но опять же, насадочки у нас проходят дезинфекцию и стерилизацию, мы не пользуемся одной насадкой для всех клиентов. И еще 2 насадки, которые входят в набор. Это полировщики. Один большой, он все-таки больше подходит, например, для педикюра. Все-таки в маникюре иногда нужно где-то подлезть, там в боковые пазухи, не совсем удобен такой размер. А вот этот маленький, серенький, он достаточно мягкий, и он будет больше полировать, нежели чем убирать мелкие заусенцы. Поэтому, если вы хотите добиться чистого маникюра, зашлифовать заусенчики, то лучше выбирать более темные цвета такого полировщика. Например, зеленый, коричневый, темно-серый. Они будут действительно убирать эти заусенки. Давайте попробуем на практике. Пожалуй, с вами начнем с насадки конус для обработки боковых валиков. Меня сразу всегда очень смущает блестящий оттенок абразива, и зачастую это говорит о том, что он, скажем так, достаточно скользкий, неэффективно будет убирать. Но кто знает, давайте попробуем. Вот постараюсь себе обработать боковые валики. Сейчас включилась скорость где-то 20 тысяч оборотов, и насадка прямо прижигает кожу. Давайте поменьше сделаем. Ну и в принципе она недостаточно срезает. Поверьте, как бы валики-то у меня сухие, больше шлифует, и мне приходится поддавливать. То есть я не могу сказать, что здесь какой-то супер классный абразив. Скорее всего, вам придется очень долго перетирать на одном месте, что может вызвать нагрев и истончение кожи, поэтому стоит подумать. И давайте протестируем насадку «Алмазное пламя». Красная насечка. Сразу вижу, что кончик тупой. Это может быть как плюсом, так и минусом одновременно. Объясню, почему минусом. Потому что очень часто мастера стараются поглубже воткнуть насадку, чтобы там все прочистилось точно. Так как носик тупой, хочется залезть поглубже, но мастер не видит, что там происходит, поднимает насадку на носик, тем самым оставляя пропилы. Сейчас включаю положение реверс, скорость 20 тысяч оборотов, и попробуем приподнять кутикулу. Вы знаете, процесс идет, но опять же такое ощущение, что абразив достаточно слабенький, и вот первый пальчик, мне кажется, он еще хорошо обработает, но если я уже там дойду до 10-го, возможно, он подзабьется. То есть как бы сцепка, можно так сказать, с кожей не такая, в отличие от тех алмазных насадок, которыми я привыкла работать. Вот многие тоже удивляются, говорят, зачем покупать дорогие насадки, ведь можно там на Алиэкспресс по 45 рублей купить. Ну, дорогие друзья, вот мы с вами и видим итог, что, ну да, убирается как-то, но, возможно, будут и пропилы, потому что будут убираться не так эффективно. Мастер будет на одном месте останавливаться, задерживаться. Поэтому, на мой взгляд, фреза – это ваш самый такой главный рабочий инструмент, помимо режущего инструмента, скажем так, и он должен быть качественным. Поэтому обращайте внимание на отзывы, пробуйте различные виды насадок и берите те, которые будут эффективны в работе. Вот также и щеточкой воспользуемся из этого набора. И посмотрим. То есть, в принципе, кутикула у нас приподнялась, где-то вот даже птеригий слегка остался.
В общем, знаете, тут как при выборе аппарата. Пока ты не попробуешь мощный аппарат, пока ты не сравнишь со своим слабеньким китайским, ты не ощутишь эту разницу. Вот здесь то же самое, как будто бы я попробовала эти насадки, но ожидания и реальность, они не совпали. Вот, поэтому, пожалуйста, читайте отзывы, пробуйте насадки, выбирайте качественные для того, чтобы маникюр выполнялся быстрее и качественнее. Ну что, пойдем дальше по маникюрным товарам. Новые верхние формы от бренда Именько, форма Long Square, то есть длинный квадрат. Да, у некоторых брендов тоже есть квадрат, но иногда длины недостаточно. И самое главное, что в других брендах, сейчас я вам просто покажу сравнение, получается достаточно сильная ступенька в зоне кутикулы. И мы их близко поставить не можем, ставим с небольшим отступом, и нам потом нужно докладывать зону около кутикулы. Здесь формочки, ну, во-первых, ими удобно работать, что такая большая длина, удобно держать. Это у нас самая широкая, и у кутикулы получается более плавно. Плюс мы также формочку можем подставить ближе к кутикуле и затем там не достраивать, что существенно сэкономит время. Из минусов вот это самый широкий размер, нулевой. Как видите, у меня даже ноготочек шире, чем этот шаблон. Вот, поэтому в плане размерного ряда, конечно, хотелось бы побольше, но зато есть длина. В верхних формах так всегда, вот знаете, либо широкие покупай, либо нужный изгиб покупай. Вот знаете, нет такого какого-то универсального набора, хотя иногда продаются, я видела, миксы. То есть в одной коробочке собраны различные виды верхних форм. Это, наверное, очень удобно именно для тех, кто хочет попробовать технологию моделирования верхними формами и не знает пока, как выбирать в шаблончике, как их правильно подбирать, на каком наборе остановить свой выбор, чтобы не покупать несколько наборов. Берем один универсальный, кстати, тоже я такие видела на Wildberries, можете посмотреть и там. В общем, я рада, что приобрела себе вот эти длинные квадратные, думаю, что их тоже попробую на моделях. И еще одно новое приспособление для верхних форм, а точнее для выполнения выкладного френча, наверняка вы уже видели много раз в мастер-классах, это вот такие силиконовые вкладыши для ровной линии улыбки. Давайте посмотрим, как они работают. Видите, я их еще не применяла, не открывала. Планирую сделать отдельное видео на канале с таким наращиванием, с выкладным френчем. Поэтому, если вам такая тема актуальна, пожалуйста, не забывайте лайкать это видео. Они всегда очень сильно мотивируют снимать тот контент, который для вас полезен. Ну и, конечно же, пишите темы в комментариях, которые вам также интересны. Я буду снимать видео на эти темы. Итак, давайте посмотрим. Значит, я вот так открываю. Мы с вами отделяем этот молд от подложки. Подбираем предварительно нужную форму, промазываем базой или топом, для того, чтобы этот молд как бы приклеился. И теперь устанавливаем в предварительно выбранную верхнюю форму. Прижимаем, смотрим, чтобы улыбка была симметричной, и отправляем в лампу на просушку. Стоимость таких трафаретов 295 рублей за 36 штук. Они также являются многоразовыми, то есть их можно использовать по несколько раз. У нас просушился материал, теперь мы можем выкладывать свободный край цветом, гелем, например, и затем, когда мы уберем этот молд, у нас получится ровная улыбка. Нам останется только выложить ногтевое ложе, жидкий материал, например, гелем, затем уже приложить на ногтевую пластину. Ну, короче говоря, более подробную технику, я думаю, что покажу вам в отдельном видео, потому что вот так вот на словах, возможно, не совсем понятно. А в целом, вот эти трафареты, молды, это то, что значительно сокращает время выполнения выкладного френча. Он, конечно, самый трудоемкий, самый трудозатратный, когда мы моделируем ногти на нижние формы, а тут благодаря таким молдам это можно, говорят, сделать быстрее. Но я повторюсь, сама не пробовала, нужно попробовать, убедиться, а потом уже демонстрировать вам. Поэтому, если ждете такое видео, не забываем, да, пальчики вверх. Дальше идем по материалам. Заказала себе мой любимый полигель Milk от бренда Имень. У меня уже закончился предыдущий тюбик. Он достаточно жесткий, хорошо держит тонкий слой. И даже если ваш клиент любит поковырять ногти или как-то их там погрызть, вот этот полигель очень хорошо себя ведет в носке, даже в тонкий слой. И очень мне нравится этот оттенок. Из гель-лаков увидела очень интересный вариант.
Belor Design. Я знаю такой бренд косметики, например, там тени, карандаши и так далее. И меня удивило, что у этого бренда появилась маникюрная линейка, а именно гель-лак. И еще момент, который меня заинтересовал, это гель-лак, что он однофазный, то есть 3 в одном. Под него не требуется дополнительная база, либо топ. И чаще всего такие гель-лаки используются для педикюра, для того, чтобы не было излишней толщины. Давайте с вами посмотрим на прозрачном типсе, каким образом наносится данное покрытие. Не дает ли проплешин. Специально выбрала самый противный такой цвет, пастельно-розовый, даже больше бежевый, наверное. Он, кстати, похож, наверное, на базу, потому что все-таки имеет небольшую полупрозрачность, такой фарфоровый, не совсем плотный. Вот мы видим, что в один слой все равно есть небольшие проплешины, и если, опять же, мастер-новичок не знает, как правильно распределять материал, возможно, будет непросто, будет трудновато. Таким материалом я бы не рекомендовала выполнять какой-то объемный слой, делать выравнивание во избежание скукоживания. Мало того, мы предварительно не нанесли подложку из базы, а, соответственно, такой толстый слой во время просушки может сильно схватываться и выделять тепло в ногтевую пластину, что чревато ожогом ногтевой пластины. Вот, поэтому наносим в тонкие слои. В принципе, если вы выполняете сами себе покрытие в домашних условиях, вам не нужны вот эти все укрепления, выравнивания, то вы тоже можете взять такой гель-лак. Единственное, стоит поупражняться с его раскладкой, чтобы не было проплешин. Но вообще я видела там очень много цветов. Самое главное, как это дело все будет носиться. Потому что однофазный материал, еще раз повторюсь, что под него не наносится база. Возможно, он не будет иметь такой сцепки, но наверняка несколько дней продержится отлично. Хочу тоже на ком-то протестировать, попробовать на модели, насколько он себя хорошо поведет в носке. А так цвет очень приятный, такой классический, бежевый, нейтральный. Мне кажется, супер. Так, какой здесь у нас номер? Тон 402. Даже написано Nude French. Но видите, под French просто идеально. Наверное, поэтому он и слегка полупрозрачный. Дальше из материалов я себе приобрела новую пластину для стемпинга и хотела ее также протестировать вместе с вами. Сейчас, конечно, очень популярна в тренде логомания. Вот, поэтому я тоже взяла и не удержалась, приобрела себе такую пластиночку. Но, честно говоря, больше всего из этого меня привлекает гусиная лапка. Сейчас покажу вам. Такая пластина чистая, красивая, новенькая. Давайте попробуем. Потому что элементы, возможно, небольшие и не так хорошо будут переводиться. А что же далеко ходить, давайте вот прям переведем на этот наш типс. И мой стол быстро превращается в рабочую площадку для стемпинга. У меня на самом деле целая отдельная система, как, что и где должно лежать. Поэтому тоже, если вам интересна тема стемпинга, перейдите на то самое видео «Стемпинг от А до Я» для того, чтобы узнать все нюансы и детали. Итак, мы сейчас... Давайте нанесем, вот я думаю, вот эти элементы, потому что они достаточно мелкие. Наносим, убираем скрапером излишки и переносим на подушечку. Ой, кстати, очень тускло, очень тускло. Возможно, стоило сначала пластинку обезжирить. И переносим на ноготочек. Но перенеслось все супер, вопросов нету. Самое главное, что элементы вот какие-то нечеткие получились. Давайте еще раз с вами попробуем. И тут на помощь как раз-таки приходит средство для удаления лака от Lanstin. Так, вытираем. Видите, сразу он очень хорошо убирается, этот лак, лаковая краска. Еще раз пробуем вот эти мелкие-мелкие элементы, потому что крупные элементы, они обычно хорошо переводятся, а вот мелкие не всегда. Опачки. Переводим. Но, в принципе, мне кажется, сейчас будет такой же эффект. Но, друзья, скажем так, это не критично. То есть бывает вообще, когда прям плохо-плохо переводится из-за того, что гравировка в пластине, она не глубокая. То есть мелкие-мелкие детальки уже гораздо плотнее. Вот, поэтому не забывайте перед применением обезжиривать пластиночки для того, чтобы лак хорошо ложился равномерно и переходил на подушечку. Так что, если вам нравится изображение брендов или ваши клиенты любят, вы можете приобрести такую пластину, стоимость всего 200 рублей, почему бы нет. Я вот посчитала, что мне нужна такая вот пластиночка с брендами и с гусиной лапкой. Так, дальше пошли. У нас остается еще один, скажем так, маникюрный товар. Это вот такое красивое масло для кутикулы и ногтей.
от бренда The Act. Стоимость 399 рублей за 20 миллилитров. На самом деле я взяла этот тюбик даже не с целью увлажнять кутикул, а потому что он невероятно красиво, минималистично смотрится. Особенно здорово на фотографиях. Например, там какой-нибудь флакончик и такое масло там для вашего профиля. Особенно если вы его ведете в минималистичном стиле, с черными элементами. Тогда это выглядит просто потрясающе. Или с металлическими инструментами будет здорово смотреться. Такое средство достаточно плотное, и расход у него будет минимальный. Если вы будете применять на клиентах, конечно, это не гигиенично вот каждому так намазывать. Сначала наносим на салфеточку, а затем этой салфеточкой втираем. Но средство достаточно жирное, поэтому я бы рекомендовала его домашнее применение. Также можете своим клиентам рекомендовать для того, чтобы они увлажняли кожу, например, оставляли так это средство. Вот видите, прям оно плотное-плотное какое. Может быть, даже на ночь, и тогда оно будет хорошо впитываться и увлажнять. Тут очень много различных масел в составе, то есть богатый состав. Это средство действительно не просто будет зажиривать кожу, а именно ее напитывать и увлажнять. Но если вы рассматриваете это средство для того, чтобы наносить в конце процедуры, то подумайте насчет ваших фотографий, потому что пальцы будут все жирные, как сосиски, что смотрится некрасиво в вашей ленте и не показывает чистоту маникюра. Поэтому домашнее применение да, после маникюра, ну, наверное, так себе. И круто для фоточек, минималистично. Ну а теперь мы пойдем с вами не по материалам, а по другим товарам, которые тоже могут пригодиться мастеру при работе, либо в его кабинете. Первое – это вот такие большие подсвечивающиеся часы с датой. Самое главное, есть температура. Вот я его покупала ради температуры. Сейчас показывает 25 градусов. Мы понимаем, что это достаточно уже много для оптимальной работы. А когда мастеру некомфортно, жарко, то понятно, что и материалы будут плавиться, будут вытекать из бутылочек, что и мне будет некомфортно. То есть это достаточно удобно, что все в одном формате. Я именно искала вот такой небольшой портативный вариант, потому что в основном идут все такие огромные, большие часы с будильниками. Подсветка есть и будильник, если нужно. В общем, это чудо-средство стоит у меня там, где проводится стерилизация маникюрного инструмента, для того, чтобы смотреть, какая температура в помещении. Следующее – это вот такое нежное классное облачко. На самом деле это канцелярский ножик. Я вот просто не удержалась от того, чтобы его приобрести для распаковки маникюрных товаров, потому что обычно эти огромные канцелярские ножи, мне всегда ими страшно работать. Думаю, вдруг я порежусь. Тут такой вот маленький, потрясающий. Вы, возможно, уже видели его в некоторых моих распаковках в других соцсетях. Следующий товар, который позволит вам создавать контент, это вот такой штатив. Тоже долго искала различные варианты. Это не просто какой-то настольный штатив, а он напольный. У него огромная длина. Вот я не знаю, так даже вообще поместится в кадр он или нет. В общем, огромный штатив для того, чтобы снимать вас, возможно, во весь рост. Здорово, например, показать, каким образом вы готовите кабинет. Поставите этот штатив, что-то раскладываете, засняли себя со стороны и выкладываем себе в блог. Или, возможно, запись каких-то экспертных видео. Этот штатив подходит для различных мобильных устройств, потому что здесь регулируется длина, можно по-разному поворачивать. И тоже смотрела такие более портативные варианты из тех, которые длинные и высокие во весь рост. Вот, получается, он выдвигается на 160 сантиметров, и стоимость его 780 рублей. Это очень бюджетно для такого монопода. Следующий товар – это моя новая маникюрная подставка для клиента. Оптимальной высоты. Внизу у нас помещается лампа. Она очень минималистичная, прямоугольная. Вот я прям очень долго искала, чтобы ножки были белые, а вверху подушечка черная. Потому что часто бывает наоборот, что ножки черные, а подушка белая. И, соответственно, она быстро пачкается, приходит в негодность. Стоимость такой подставки 971 рубль. Это тоже достаточно бюджетно для подставки, потому что обычно они идут от 1000 и выше. Помню, несколько лет назад мы покупали в школу маникюрные подставки, и они обходились где-то по 1500 рублей за подставочку. Поэтому это до 1000 рублей и достаточно устойчиво и минималистично. Вот все прям как я и хотела. Следующий товар для фотографирования ногтей, для создания красивого портфолио. Это вот такой набор. Здесь получается у нас одна вазочка, которую я приспособила под свечу. Она у меня вот так красиво, декоративно стоит. У меня, как вы могли заметить, много сейчас черных элементов появляется. И подносик.
Кстати, такой подносик мы с вами можем использовать для того, чтобы поставить, например, стаканчик, положить какую-то конфеточку клиенту и красиво преподнести. Вот, поэтому это такая универсальная история, также есть в различных цветах на маркетплейсе, можно найти, что идеально впишется в ваш интерьер. И еще один товар именно для ваших клиентов, но я не могла вам не показать, извините, это вот такие вот потрясающие стаканчики для того, чтобы, возможно, налить сока или водички для клиента. Стоимость их 763 рубля на 200 миллилитров. Удобно держать в руке, посмотрите, какая красота. Вот если на таком подносике стаканчик, знаете, это следующая рубрика, просто по домам, обзор стаканов и всей домашней утвари. Я на самом деле много чего еще для себя заказываю на Wildberries, в том числе и косметические средства. Вот тоже думала, включать их в этот обзор или нет. Если вам такое интересно, дайте мне об этом знать, напишите, пожалуйста, в комментариях. Возможно, тоже этим буду с вами делиться. Так, и у нас еще осталась парочка товаров для того, чтобы проводить дезинфекцию. Первое, это вот такой мерный стаканчик на 1,5 литра. Я подумала, что моя ультразвуковая мойка достаточно большая, и мне гораздо проще будет отмерять вот такими большими форматами. Единственное, что этот стакан у меня упал, и он треснул, разбился. Поэтому я себе заказала новый, уже слегка поменьше, все-таки это, наверное, крупноват. И этот у меня уже пойдет на утилизацию. Хотя он был достаточно небюджетный, очень жалко, что так мало прослужил. Ну и еще один товар, который просто вот не поместился сюда никуда. Я вам покажу коробочку. Это моя новая ультразвуковая мойка для того, чтобы дезинфицировать инструменты. Я вам ее более подробно тоже покажу, каким образом она работает. Такой ультразвуковой мойкой мы пользуемся очень много лет уже в нашей школе. Она работает безупречно, только единственное, ее внешний вид слегка попортился, поэтому мы приобрели новую. Но и себе в новую студию тоже приобрела такую классную ультразвуковую мойку. Стоимость ее 9300 рублей. Это, кстати, оптимальная цена, потому что есть и выше стоимость 13-14 тысяч рублей. Самое главное ее преимущество, что у нее есть шланг, то есть мне не нужно брать эту ультразвуковую мойку, выливать ее содержимое в раковину, потом снова как-то там наполнять. Я буквально открываю краник, вода вся стекает вместе с дезраствором в раковину, и уже можно готовить новый рабочий раствор для дезинфекции инструментов. Ну и самый главный плюс ультразвуковой мойки, что благодаря звуку, благодаря вибрации происходит лучшая обработка инструментов, лучше очищаются насадки, потому что никогда вот так щеткой идеально не прочистишь, так как ультразвуковая мойка, и ваш инструмент будет служить гораздо дольше. Вот такой классный обзор у нас сегодня с вами получился. Конечно, все артикулы оставлю в описании под этим видео. А если вам нравятся такие обзоры с Wildberries, AliExpress или Fix Price, смотрите их у меня на канале. Ну а я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!